Представители знака зодиака Телец, Тельцы, мои дорогие, здравствуйте. Общий таро-прогноз. 2025 год. Чего ждать? События будущего. Как изменится ваша жизнь? Или что спешит войти в вашу жизнь? Давайте допустим, что жизнь не бывает полностью предсказуема. И, скорее всего, в 2025 году мы будем организовывать свою жизнь в связи с теми переменами, которые приходят в нашу жизнь через обстоятельства. Это потребует некоторые адаптации, как и внутренней, и самое главное, новых диалоговых форм для каждого из нас, потому что все решают люди. Давайте узнаем, что же думают карты. И у нас сегодня две колоды карт. Одна из них это колода оракула, на которой мы позже достанем карту, которая будет как знаки судьбы, так и совет от оракула. Оракулы сердца, так она называется. Но вначале на карте Таро, на картах Таро зададим основные вопросы и узнаем, как видит направление или какие сферы жизни вам, возможно, придется организовывать и согласовывать. Итак, что завершится или от чего вы откажетесь сами? Давайте достанем такую карту. Что нового, мои дорогие тельцы, войдет в вашу жизнь? Важное событие или чем запомнится 2025 год? Неожиданности. С чем это связано? Что будет радовать, что вам будет помогать? Что, наоборот, может вам помешать? Помешать осуществить ваш какой-то план, действие. События, которые меняют вашу жизнь. События, которые заставляют измениться вас. И знаки судьбы, карта оракула. И одновременно это как совет от карт. Что же завершится или от чего вы откажетесь сами? Двойственная карта, шестерка кубков, хотя самая прекрасная карта в плане общения. Все же всегда дети изображены в любой колоде Таро. И дети – это символ искренности. Это когда нет какой-то меркантильности и, стало быть, перевод отношений может быть на новый уровень. Понятно, мы все разные. У кого-то прежняя дружба, к примеру, или называют еще это карта ностальгии, поэтому я могу предположить, что для тех, к примеру, кто человек семейный, значит, какие-то изменения внутри вашей семьи, или когда вы увидите новые, ну, как градиент, даже сотрудничество, возможно, с вашим партнером по жизни личной, когда вы будете обустраивать вашу личную жизнь в каком-то новом контексте. Кто-то из вас, к примеру, может организовать семейный бизнес, когда вот если мы рассматриваем партнерские отношения, или прежде мы были, допустим, только мамой и папой, или мужем и женой, здесь все равно какой-то новый уровень общения. Конечно, я допускаю, для кого-то эта карта, поскольку, опять же, ностальгия. Это могут быть те отношения, которые, может быть, прежде были близки очень душе. Или это то, что, ну, вам было приятно, но по какой-то причине это не сложилось. И тогда, мои дорогие тельцы, вы в чем-то будете ставить точку и идти дальше. Вам очень захочется быть счастливым или счастливой. Вам не захочется жить в одиночестве. Вот, наверное, самое главное, что завершится. Одиночество точно завершается. Или завершается, ну, как все равно прежняя какая-то стратегия вашей личной жизни. Здесь новые формы взаимодействия, или, я сказала, да, карт, новых диалоговых форм требует жизнь. Так вот, может быть, от вас из желания самому себе не навредить, вы будете меньше настаивать, а больше настроены на договоренности, опять же, на дипломатию. И будете вообще свой социум оценивать, могу я этому человеку доверять или нет, если мы говорим про меркантильность, или точнее ее отсутствие по шестерке кубков. Сама по себе добрая карта может и говорить о том, что для тех, кто один или одна где-то дает совет, не застрянь где-то в воспоминаниях, не застрянь
в иллюзиях или вот в этой ностальгии. И поэтому еще в январе 2025 года, поскольку в вашем знаке зодиака Уран и еще в ретро-движении, и могут быть такие моменты, когда возвращаются люди из прошлого. Но имеется в виду, может быть, те отношения, когда и вы бы готовы были к тому, что человек вернулся, и человек этого бы тоже хотел. То есть тут хотят оба. Это не есть что-то в одностороннем порядке, когда хотите только вы, к примеру, а человек уже построил какую-то совершенно свою другую концепцию жизни, личной именно. Но вот если происходят все-таки такие сюрпризы или житейские метаморфозы, когда к вам возвращаются люди, поверьте, для чего-то они вернулись. Не оттолкните кого-то, мои дорогие. И может быть, как раз это и будет означать то, что вы сможете прежде, может быть, не состоялись какие-то важные разговоры, а здесь они состоятся еще в январе, и вы приведете какие-то ваши дела к общему знаменателю, к примеру. Тут ведь могли быть те взаимоотношения, которые у кого-то даже рассматриваются в судах, например, у кого-то разводы, но остается еще ряд нерешенных вопросов, и поэтому по-новому договориться, остаться, может быть, друзьями, но или для кого-то поставить наоборот точку и идти уже в дальнейшее в новые возможности. Мне очень хочется достать еще одну карту, чтобы немножко больше прояснить, что же завершится конкретно, если мы говорим про завершение. Двойственная карта, и, как я уже описала, все же, вы знаете, завершится какая-то пауза. Или завершится тянущееся долгое время какой-то вопрос, событие, может быть, неопределенность в отношениях. Тут, правда, будет больше определенности, будем мы вместе, к примеру, или нет. Буду я еще раз пытаться возвращать этого человека, или хочу я этого, или нет. Нужны мне эти отношения или нет. Для кого-то это может быть как работа. Вот то, что долгое время, как по аркану умеренности, ни шатка, ни валка шло. Или напоминало качелеобразные взаимоотношения, опять же, у кого-то по работе, у кого-то в личной жизни. Вот это будет завершаться. Есть какой-то факт, и для вас все встает на свои места. Хорошо, что же нового тогда входит в вашу жизнь? Возможности сами по себе, но те возможности, когда мы можем растеряться, их 7. Всем направлениям мы одновременно не пойдем. Мы должны выбрать что-то одно. От этих возможностей у вас могут, знаете, как головокружение легкое. Почему? Потому что это карта прокрастинации, когда мы никак не решаемся делать выбор. Поэтому что нового войдет в вашу жизнь? Многообразие жизни, многообразие форм, много людей, много общения, самых разных, может быть, людей. У кого-то люди говорят на разных языках, разный менталитет, новые возможности. Вам из нескольких возможностей или из нескольких путей, фарватеров, назовите как угодно, нужно выбрать что-то одно. Или, может быть, для вас, мои дорогие тельцы, придется выбрать одну сферу жизни, которой вы вынуждены будете, может быть, по началу года уделять внимание больше, но держать в фокусе внимания все остальные, для того, чтобы, начавшись что-то одно, притянуло за собой или потянуло, или организовало все остальные сферы жизни вашей. Давайте мы дополним еще картами, что нового. Не самая крупная карта, поэтому хочется больше информации. Что же нового войдет в вашу жизнь? Ну, наверное, неизбежно вы будете согласовывать что-то в инстанциях, может быть, с чиновниками, может быть, вопросы, которые касаются финансов, у кого-то вопросы налогов, вот буквально так, важных согласований по части документов или бумаг. Для кого-то из вас либо к вам приезд человека, либо вы куда-то собираетесь переезжать, организовать свою жизнь по-новому и сделать это не просто ну, как через ваши ожидания или надеясь на чью-либо помощь. Нет, скорее всего, опять же, вам захочется иметь определенную степень надежности через документы. Давайте мы, что же нового войдет в вашу жизнь. Вы будете видеть, что с вами не всегда соглашаются, мои дорогие. И вам придется
Тельцы себя где-то охлаждать свой собственный пыл, я должна это сказать с учетом аркана Солнца. Перед вами вы на пороге практически больших перемен. И карта Солнца– это выбор правильного направления. Все то, что я где-то говорила по семерке кубков, понятно, у каждого по-своему проигрывается, но тут правда. Вы меняете одну сферу жизни, все остальные словно подтягиваются и меняются тоже. В целом что-то как глобально изменить качество жизни, задача на 2025 год. И тут что, ну, как говорится, Бог в помощь или высшие силы, назовите как угодно, меня смотрят люди разных вероисповеданий, но энергии таковы, что словно все высшие силы за вас именно, для того, чтобы вы отстроили свою жизнь несколько иначе. Но для вас это будет не всегда просто сделать, потому что внутреннее понимание или ваши внутренние привычки, они будут идти как раз или могут идти вразрез с той реальностью, которая складывается. Как минимум последующие полгода. Считайте это где-то с января, может быть, даже не полгода, не 6 месяцев, а месяцев 8. Я бы сказала, где-то по август это точно, а то и с заходом даже, да, сентябрь. Для вас время свершений, причем важных, подписания важных документов, важных согласований, договоренностей. Последующие уже месяцы 2025 года, они будут словно идти по накатанной. Вы можете где-то себе позволить больше, может быть, расслабиться, где-то к окончанию 2025 года. Я могу, по крайней мере, предположить по этой карте. Хотя, конечно, жизнь не бывает полностью предсказуема, но это как раз вам даст уверенность уже. Но приготовьтесь к тому, что первые 8 как минимум месяцев года это что-то вы должны для себя, ну, как время, с одной стороны, не упустить, так и для себя, может быть, как или через оформление важных бумаг, документов, не ну, не прошляпить, мои дорогие тельцы. Будьте внимательны, потому что на кону ваше солнце. Второй раз как будто такой возможности может и не быть. Мы не можем повернуть время вспять, и поэтому что нового пытается войти в вашу жизнь? Здесь могут глаза разбегаться. Ну, в хорошем смысле, потому что мы можем словно растеряться от обилия возможностей. Или, может быть, мы можем растеряться от нашей нерешительности, потому что что-то идет совершенно вразрез нашему представлению или тому, как мы планировали организовывать самих себя и нашу жизнь. Важное событие, чем запомнится вам 2025 год, правда? Потребует от вас организации, всегда 13-й старший аркан, я надеюсь, все правильно понимают. Аркан смерти– это не про смерть, это карта трансформации, когда завершается какой-то этап, период вашей жизни. И все то, что я говорила до этого времени, эта карта подтверждает, что от вас и требуется. Важное событие или чем запомнится. Искусство мелких шагов. Потому что мы что-то не можем просчитать, предугадать. Нам приходится использовать каждую возможность. Нам, может быть, приходится договариваться по-новому с каждым человеком. Видеть как раз потенциальные, может быть, как партнерские отношения. И не обязательно это личное. Может быть, это по работе. Прежде бы мы от чего-то словно отмахнулись или сказали бы, нет, этим я не буду заниматься. А здесь мы будем более вдумчиво относиться даже к человеку или к возможностям, потому что понимаем, нет, я как раз не хочу упустить чего-то, потому что вижу или чувствую, что жизнь моя меняется. Я вынужден или вынуждена отстраивать свою жизнь по-новому. Мы очень чувствительно становимся по этой карте. И более, с одной стороны, может быть, как и прагматичный, потому что себе не навредить все же по этой карте, есть такой момент. Но и с другой стороны, это что-то иррациональное, нами еще не опробованное. Поэтому важное событие, чем запомнится 2025 год. С первых дней года вы будете заниматься чем-то тем, чем не занимались прежде. Или, может быть, вы занимались или имели контакты даже с этим человеком, вот как я говорила, или с этой организацией, но концепция, она строится совершенно в новом ключе. Иными словами, словно вырастить прекрасное дерево будущего, наших будущих побед, успехов. По 13-му аркану символично, когда мы словно садим маленькое зернышко в землю. И прежде чем маленький росток, который находится внутри вот этого твердого панциря, оболочки, сумеет пробиться к солнцу, к свету, вот эта оболочка или панцирь должны быть разрушены.
Вот это и символично. По 13-му аркану происходит трансформация. Какие-то перемены в вашей жизни, которые могут нам казаться деструктивно, даже разрушительными, словно для вас толкают, где-то направляют вас или, может быть, просто побуждают принять какие-то важные решения для того, чтобы отстроить совершенно новое качество жизни. Но если мы вернемся к нашему ростку, а, пусть этот росток уже сумел пробиться через твердый панцирь, который разрушен, как прошлое, но в последующем, для того, чтобы выйти на поверхность, ему придется прокладывать себе самому путь в темноте и в одиночку. Вот вы можете подобной энергии прочувствовать, что я как будто сам за себя или сама за себя. И это дает вам силы, опять же, себе не помешать, может быть, какой-то опрометчивостью. Чем запомнится 2025 год? Новыми возможностями и вашей осторожностью, мои дорогие тельцы. Давайте узнаем неожиданности. Вот если мы говорим про зернышко или семечко, которое садим в землю, то как раз туз пентаклей – олицетворение его. Это денежное дерево, которое вы можете вырастить. Это новые возможности, которые приходят к вам через труд, через вашу занятость. Может быть, вы измените или где-то видоизменить захотите ваше направление в бизнесе, в работе. Кто-то будет осваивать новые навыки, новые профессии, изучать будете что-то новое. В конечном итоге вы сумеете заработать деньги. Сами по себе крупные деньги тоже проходят по этой карте. Это как помощь божественная или высших сил, тоже сама по себе в неожиданностях, всячески благоприятная карта, мои дорогие тельцы. И тут действительно, посмотрите, впереди нам выпадает 13-й аркан, завершение этапа жизни. Мы с вами сказали, как чем запомнится вам 2025 год. Это где-то то прошлое и первые шаги в будущее. И в неожиданностях, опять же, возможности. Возможности, безусловно, те, которые вам помогают обустроить свою жизнь по-новому. Или чувствовать не просто себя счастливым, а чувствовать себя защищенным, мои дорогие тельцы. Вот, пожалуй, защищенность и как будто не деньги ради денег, да, а здесь придется совмещать возвышенное и земное. Это для вас будет актуально. Но вот, может быть, этот тандем замечательный вам и приносит как раз чувство уверенности. Чувство уверенности в том, что ваши какие-то идеи в 2025 году могут быть осуществимы, кстати, по этой карте. Кто-то из вас может изменить статус с учетом шестерки кубков. Давайте узнаем, что же вас будет радовать и что вам будет помогать, мои дорогие тельцы. Важное решение. И еще один туз. Когда тузы – это всегда возможности. Но ваше решение будет зависеть где-то от того, как вы правильно проведете диалоги или какие возможности вы не упустите. Здесь что-то уже могло складываться или продолжаться из прошлого, и стало быть, есть какая-то концепция, может быть, в отношениях, может быть, по части вашего труда, вашей занятости или развития вашего хобби, вашего ремесла. Вы должны как это сохранять, потому что это ваша где-то база. Это то, от чего вы можете оттолкнуться и в последующем построить прекрасное будущее. Но это потребует от вас в первую очередь какой-то решимости. Может быть, по части чего-то инновационного. Очень часто идут внутренние инсайты или наши решения. Я теперь действую, к примеру, по-новому. Раньше я действовала или действовала в каком-то одном ключе, тут я понимаю, что нет, жизнь изменилась, и это заставляет меня измениться. По этой карте само по себе предложение приходит, и у кого-то это предложение будет через личную жизнь. Опять же, тогда для кого-то и личная жизнь меняется, и меняется ваше состояние финансов, и, может быть, и положение в социуме. Вообще нам выпадает, посмотрите, если мы говорим трансформация, перемены, и у вас два туза. Так вот, жезлы, дела, работы, бизнес и деньги. И деньги, опять же, туз пентаклей. Само по себе новые формы благополучия.
Нечего добавить. Что вам может помешать осуществить задуманное? Очень символично десятка мечей, когда мы каждый раз оборачиваемся назад или когда мы пользуемся прежними шаблонами, методами или пытаемся искусственно что-то вернуть назад. Искусственно, мои дорогие. Я не случайно говорила по шестерке кубков, что люди могут возвращаться в нашу жизнь. Это когда есть интерес взаимный, когда и с вашей стороны, и есть интерес или нерешенные вопросы со стороны тоже другого человека. Это какие-то контакты, когда они должны быть продолжены. Понятно, бывает и пустое ожидание. Так вот, то, что деструктивно, то, что уже разрушено, не стоит реанимировать. Это может помешать. Вы упустите время. Или, когда нам говорят, семерка кубков, у тебя телец на пороге, новые возможности, аж 7 направлений. Но какая-то нерешительность может быть, потому что прежняя история, она очень тяжело переживаема вами. По десятке мечей мы должны закрыть в прошлое дверь. И от того, как быстро мы закроем, или, может быть, даже откажемся от того, что нам было когда-то приятно, дорого, любимо. А тем не менее, обстоятельства жизни таковы, продолжать мы это не можем. И вот будьте рациональны, мои дорогие тельцы. Пусть даже какая-то сфера вашей жизни, мы в целом сейчас скажем, она для вас близка вашему сердцу, или вы не можете что-то забыть. Но пусть это останется на уровне вашей памяти. Оставьте это как событие, опыта, именно как опыт, чтобы вас это не разрушало, чтобы вас не тянуло назад, потому что есть тот момент, когда мы можем застрять где-то в грустных мыслях, или нам могут помешать, какая-то как ожидание возвращения конкретного человека, например, который никогда не вернется. Мы говорим пустые ожидания. Здесь нужно что-то максимально рационализировать и конкретизировать одним словом. Мы спросили, что может помешать осуществлению задуманного, когда мы никак не можем закрыть в прошлое дверь. Событие, которое изменит вашу жизнь. Карта императрицы. Изменение статуса. Изменение статуса, как и через личную жизнь, кто-то предложение руки и сердца, кто-то будет ожидать ребенка. Мои дорогие девочки, кто-то станет мамой в 2025 году. Мои дорогие мужчины, это вы тоже можете изменить статус. Какая-то очень важная женщина как раз войдет в вашу жизнь, и, может быть, она уже присутствует, значит, вы сможете оформить отношения. Эта карта, хоть и выпадает императрица, да, и меня смотрят мужчины, но мы не рассматриваем карту именно по полу, мы рассматриваем по энергиям. И если мы говорим про императора, это более жесткие энергии, более такие, да, они где-то динамичные, но они острые, они непримиримые. А вот как раз диалог и дипломатия идет по карте императрицы. Мои дорогие тельцы, какое событие меняет вашу жизнь? Смена статуса. Смена не просто эпох происходит в 2025 году, а когда меняетесь и вы, и ваше качество жизни. Для вас нет ничего невозможного. Но основная задача – не оглядываться назад. Вверху карта 13-го старшего аркана, которая говорит, чем быстрее ты будешь более рациональный в моменте здесь и сейчас, тем быстрее ты где-то закроешь в прошлое дверь. И если мы говорили про семечко, вот, может быть, прошлое, мы считали, что для нас это как какой-то базис или какая-то крепость надежная, цитадель, что-то в прошлом для нас было, как место надежного нашего пребывания. Здесь тоже может меняться. Кто-то из вас изменит место жительства, а кто-то изменит вообще концепцию направления своей жизни. И здесь это тоже может проиграться. Но социум или люди, которые вас окружают, вам их придется словно изучать по-новому, договариваться, мои дорогие, по-новому. Помните, тельцы, все решают люди, поэтому себе не навредить где-то будет тоже очень важно. Императрица способна договориться со всеми, поэтому помните, вы строите совершенно свое новое качество жизни. Это то, что как событие, баланс во всех сферах жизни, он должен присутствовать в 2025 году. И это и меняет и вас, и вашу жизнь.
Карта всеобъемлющая, но тем не менее, по нашему сценарию, событие, которое заставит измениться вас. Ну вот, наверное, вот эти возможности вас заставляют словно выйти из какой-то зоны отчуждения или из зоны нерешительности, когда вы больше находились с позиции наблюдателя, когда какое-то дело вы не могли совершить. Для кого-то это отношение, может быть, которое долгое время вы не могли встретиться с каким-то человеком, или это были отношения на расстоянии. По крайней мере, я не говорю, что это сразу придет любовь. Нет, тут у каждого по-своему. По шестерке кубков я говорила, что направления в энергиях могут быть разные. Так вот, значит, вы проясните какую-то обстановку. Словно по девятке жезлов прежде мы вынуждены были чего-то ожидать, как решение человека или согласование важных документов. Это словно ваш выход на авансцену, мои дорогие тельцы. И это будет как раз очень символично карте императрица. Еще я должна сказать, девятка жезлов в герметической колоде Таро– это карта великой мощи. И тогда, если мы перекладываем на эту карту, карта будет говорить: «Телец, ты уже сделал все, что мог. Время переходить на новый уровень и новое качество жизни». Знаки судьбы или совет оракула, мои дорогие. Взаимозависимые ситуации влияют на вашу жизнь. И мы говорили, что диалог, форма новых взаимоотношений, как будто для вас будет в течение всего 2025 года очень важны. И начался наш расклад именно с шестерки кубков, что очень символично. Вам придется договариваться по-новому. Для вас будут важны как и люди, как может быть новый социум, как расширение собственных возможностей. И для вас это будет важно, мои дорогие тельцы, во всех сферах жизни. Не только личная жизнь, а может быть совместить как раз и вопросы труда, работы, вашей занятости или напрямую, откуда приходят к вам деньги. Помните, что мы не есть сами по себе на планете Земля, а наше благополучие как раз строится от того, как мы сумеем договориться. Давайте я достану еще одну карту, чтобы прояснить. Может быть, нам подскажут. Но договариваться придется. Знаки судьбы, в чем они могут быть для вас, мои дорогие тельцы, еще. Совершенно точно вы не должны поставить, допустим, вашу личную жизнь на паузу. Или даже какие-то партнерские отношения. Я уже больше не достаю карт, поскольку с чего мы начали, по сути дела, две карты оракула говорят все о том же. Вы уже встретили того партнера, который вам словно по судьбе. Значит, есть какой-то человек очень важный в вашей жизни, с которым, может быть, и должно быть продолжено сотрудничество по работе или сотрудничество, ну, как-то в плане финансов, какие-то новые договоренности или переведены ваши отношения на новый уровень по части личной жизни. Те люди, которые вам приносят буквально, или общение с которыми вам приносит и чувство уверенности, защищенности, или те, кто вас вдохновляет, те, кто вам будет или будут помогать в 2025 году. Поэтому, если даже прежде вы, допустим, были какие-то ссоры, не случайно же десятка мечей вам выпадала, поэтому если прежде вы не сумели договориться, рядом аркан императрица, ну, где-то не настаивайте, может быть, на своей позиции, вам придется быть более гибкими, и это в целом для вас открывает как и новые возможности, так и новое качество жизни. Перекладывайте на себя, мои дорогие тельцы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.